Привет! В своих роликах я стараюсь делиться теми вещами, к которым я пришел на протяжении моей жизни. На своем опыте или на опыте, с которым я встречался из жизни других людей. Эти вещи помогают нам жить или мешают нам жить. Соответственно, от вещей, которые мешают нам жить, мы стараемся избавляться. В этом ролике я хочу рассказать о таких интересных вещах, как когнитивные искажения, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни и которые действительно мешают нам жить. Часто мы уверены, что мы видим мир таким, как он есть, или что мы принимаем решения самостоятельно. И на самом деле, во многих случаях это заблуждение, это ошибочное суждение, потому что наш мозг, он очень часто работает в режиме экономии, и он выбирает так называемые короткие пути решения или умозаключения. Когнитивные искажения – это не болезнь, это не глупость, это просто автоматические ошибки, которые делает наш мозг для быстрого принятия решений. К сожалению, быстрое принятие решения не всегда верное, и нередко мы сталкиваемся с искажением реальности, с искаженным восприятием реальности. Соответственно, это влияет на результат. Сегодня я хочу поговорить о нескольких таких искажениях, о нескольких таких ошибках восприятия. Первое – это предвзятость подтверждения. Например, мы все знакомы с такой ситуацией, когда кто-то нам не нравится. Да? Есть такая шутка, как он может быть прав, если он мне не нравится. Мы автоматически выбираем только те факты из жизни какого-то человека, который нам не нравится, которые подтверждают его негативный образ в нашем представлении. То же самое можно сказать об избирательности новостной повестки, которую мы выбираем. То есть мы сознательно фиксируемся или бессознательно фиксируемся только на тех новостях, только на тех фактах или обстоятельствах, которые подтверждают нашу предвзятость и нашу предубежденность. Еще одно когнитивное искажение называется эффект ореола или рогов. Например, человек сделал хороший поступок, и все вокруг начинают его воспринимать как прекрасного человека. Или же он совершил какой-то промах, и все говорят, да он вообще какой-то неадекват. Есть такая шутка, в устах начальника шутка в 10 раз смешнее. Еще одно когнитивное искажение – это иллюзия контроля. Это когда мы думаем, что контролируем больше, чем это есть на самом деле. Например, игрок в лотерею уверен, что в этот раз мне точно повезет. Или руководитель организации, который уверен, что успешность проекта исключительно его заслуга. Такие вещи обычно льстят, но ослепляют. Есть еще одна ошибка восприятия, когнитивное искажение, которое, возможно, самое коварное. Называется она эффект слепого пятна. Это когда мы уверены, что это все происходит у них. Уж я-то точно рационален. Если ты сейчас, слушая об этих ошибках, подумал, что все это точно не про тебя, то, возможно, как раз вот эта ошибка и проскакивает в твоем мышлении. Почему все это важно? Наверное, прежде всего потому, что когнитивные искажения определяют наш способ мышления и наши отношения ко всему. Определяют отношение к тому, как мы судим самих себя и о самих себе. Определяют то, кого и почему мы любим или ненавидим, за что любим или ненавидим. Эти искажения определяют то, за кого и почему мы голосуем. Они определяют наши отношения в семье, с близкими, с коллегами, с друзьями. Когнитивные искажения определяют даже то, на что и как мы тратим наши деньги. И осознание этого всего – это уже шаг на пути к исправлению. Это не значит, что нужно стать каким-то беспощадным рационалистом. Это всего лишь о том, что нужно чуточку лучше понимать самого себя, самих себя, чтобы не быть заложником вот этих автоматических реакций, которые зачастую нам просто не подконтрольны. Я не психолог и не гуру, который дает исчерпывающие ответы на все жизненные вопросы.
Я просто наблюдаю за собой и другими и пытаюсь как-то анализировать, чтобы помочь самому себе. Во-первых, самому себе не врать самому себе. Если тебе близко, подпишись. Можешь написать в комментарии, какое когнитивное искажение или искажения ты наблюдаешь у самого себя. А может быть, ты уверен, что у тебя никаких искажений нет?